Привет, друзья! С вами Вадьямо, и сегодня я расскажу вам о своих первых диких гастролях в Китае. Поехали! Сразу же поставьте этому видео лайк, подпишитесь на мой канал, а после просмотра поделитесь своими впечатлениями в комментариях. За последние 5 лет я 4 ездил в Китай, проведя там в общей сложности около полугода. Я посетил 11 городов Поднебесной, охватив большое количество ее провинций и практически каждую часть этой огромной страны, кроме разве что Тибета. Там я давал концерты, снимал клипы, старался продвигать свою музыку, заводил много новых друзей и даже выступал в эфире местного радио. В этом видео я хочу рассказать вам о том, с чего все начиналось во время моих самых первых гастролей в 2015 году. Но сначала вернемся еще на 3 года назад, ведь именно в мае 2012 года я впервые побывал в Китае в качестве туриста по приглашению моих друзей. Если не считать Казахстана, то это была моя первая самостоятельная заграничная поездка. Тогда я пробыл там пару недель, и эта древняя страна мне очень понравилась своей загадочностью, культурой и добротой людей. Также я обратил внимание на повышенный интерес к иностранцам и западной культуре со стороны рядовых китайцев. Прямо на улице люди подходили, чтобы поздороваться, познакомиться и сделать совместное фото. А когда они узнавали, что я музыкант и пишу свои собственные песни, они всегда просили меня что-нибудь исполнить. Таким образом, я пару раз выступил в местных ресторанах. А помимо интереса к иностранцам, Китай – это еще и огромная экономика, а также самое большое в мире население. Поэтому я решил, что это идеальная площадка для продвижения моей музыки. За следующие 3 года в Омске я записал новые песни, набрался уверенности и решил рискнуть, поехав на свои первые дикие гастроли в Китай. Дикие они были, потому что я ехал туда совершенно самостоятельно, без каких-либо предварительных связей и контрактов с агентами. В Китае работает множество музыкантов из России, Украины, европейских стран и даже из Америки. Все они работают через агента, который заранее находит им рабочее место. Работодатель же в свою очередь оплачивает им визы, авиабилеты, снимает жилье и платит хорошую зарплату. Условия просто райские, но есть одна проблема. Все эти музыканты должны петь уже известные мировые хиты. Иными словами, это кавер-бенды. Но мне это не интересно, ведь, во-первых, я позиционирую себя исключительно как автор и исполнитель собственных песен, а во-вторых, я не люблю ни от кого зависеть и привык быть хозяином себе сам. Ну и в-третьих, мне не очень хочется портить мировые хиты своими перепевками. Так что я решил поехать в Китай совершенно самостоятельно, надеясь наладить необходимые связи и организовать свои концерты уже непосредственно на месте. Надеясь на свои знания английского языка, потому что китайский я, естественно, не знал. Итак, в мае 2015 года я накопил немного денег и начал разрабатывать план действий. Я составлял свой маршрут, исходя из простейших факторов, в первую очередь своего скромного бюджета. И здесь самое важное было – это близость к моему местоположению, а следовательно и дешевизна билетов. Таким самым близким местом к Омску оказался китайский город Урумчи, куда я и решил поехать. Помимо изучения карты, я вел активную работу в соцсетях, находя там русскоязычных студентов, живущих в Китае, или китайцев, говорящих на английском, прося у них помощи или совета. Я ехал в абсолютную неизвестность, не имея никакого плана, а имея лишь список ближайших городов, которые я бы хотел посетить. Предварительные действия были следующими. Самостоятельно сделать туристическую визу в Китай на 30 дней, купить самые дешевые авиабилеты в ближайший к Сибири город Урумчи и найти желательно бесплатное место для проживания. А уже там, на месте, я планировал заводить друзей, которые говорят по-английски, и с их помощью налаживать контакт с площадками, где можно выступать и продвигаться. Клубы, бары, средства массовой информации. А дальше, в зависимости от обстоятельств, передвигаться в другие города страны и делать там все то же самое. Страх был довольно сильный, но инстинкт исследователя и первооткрывателя новых миров взял над ним верх. Я сделал себе визу и купил билет на самолет до Урумчи. Дальше нужно было найти там жилье. И тут выручил сайт couchsurfing.com. Это известный сайт, на котором люди из всех стран мира предлагают иностранцам остановиться у себя бесплатно. И так получилось, что благодаря этому сайту мой первый концерт в этом туре организовался сам, без каких-либо усилий с моей стороны. Произошло то, что всегда очень приятно удивляет и подтверждает, что ты находишься на правильном пути. Первый же человек, который согласился меня приютить в городе Урумчи по имени Казимджан, оказался владельцем крупной частной школы английского языка. Когда он узнал, что я певец и композитор, а большинство моих песен как раз на английском, все было решено. Он сразу же попросил меня выслать ему мои фото в хорошем качестве, чтобы сделать постеры и видео для рекламы концерта. Это были очень классные ощущения, и я, человек, не проводивший в своей жизни еще ни одного концерта, мог почувствовать себя успешным музыкантом, которого ждут в другой стране и усиленно готовятся ко встрече. Итак, 10 часов на поезде от Омска до Новосибирска, 1,5 часа на самолете до Урумчи, таможня, и вот я в Китае. Просим вас убедиться в том, что ваша ремня безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик у вас. Стоит отдельно пояснить, что из себя представляет Урумчи. Это город на границе с Россией и Казахстаном.
Он является столицей самого большого региона Китая – Уйгуро-Синьцзянского автономного округа, который населяют уйгуры. Это народность, исповедующая ислам и говорящая на своем собственном языке, чья культура, кухня, одежда и музыка являются схожей с казахской, монгольской или татарской. Кстати, как только я добрался до школы, я сразу же увидел висящие на стенах постеры с приглашением на мой концерт на китайском и уйгурском языках. Это было очень вдохновляюще. Должен сказать, что несмотря на не самый приятный образ, созданный правительством Китая в отношении уйгур, в Урумчи я увидел настоящий пример восточного гостеприимства в его лучшем виде. Достаточно сказать, что меня сразу же повели на торжественный обед, а за неделю пребывания в городе я ни разу не достал свой бумажник. Как я уже сказал, уйгуры являются мусульманами, и я приехал в их город в очень интересное время. Был самый разгар священного месяца Рамадан. Это тот момент, когда мужчинам запрещается принимать пищу и даже пить от рассвета до заката. Несмотря на это, они сами, будучи голодными, с удовольствием угощали меня. Пару дней ушло на акклиматизацию и привыкание к местности, а на третий день состоялся мой концерт. Подготовка была очень серьезная, велась фото и видеосъемка. Зал был украшен афишами концерта и шариками, на экране играл клип, созданный специально к моему приезду. В зрительном зале собралось около 200 студентов, а два учителя вызвались помочь мне и подыграть во время концерта, выучив аккорды моих песен буквально за пару дней. Сначала мы сыграли 5 песен в акустическом варианте и пообщались с залом. Было очень удобно, потому что все ребята неплохо говорили по-английски, и перевод на их родной уйгурский хоть и был, но практически не требовался. Было много вопросов о жизни в России, путешествиях и музыке. So you look in shape, you know. So what do you do to stay in shape? I guess it's for the guys, yeah. So yeah, well, it's for the guys, yeah. So yeah. Well, I think thanks for the question. Well, I didn't really care about this, but I'm a vegetarian, so I don't know if it helps or not. I think for you it's hard to be vegetarians, right? No meat, no Yeah, life. No meat. No meat, no life. Many people in Russia say the same, so... Следующая часть концерта была танцевальная, и тут эти уйгурские ребята, которые по идее должны быть скованы и зажаты и по религиозным канонам, и из-за притеснений правительства Китая, очень сильно меня удивили. Смотрите, как отплясывает этот парень. А еще они мне подпевали, запомнив текст припева прямо на ходу. В общем, мои дикие гастроли в Китае начались более чем успешно. С хорошим настроением я двинулся в следующий город своего тура. Через пару дней, когда я был уже в другом городе, мне прислали видеоролик с нарезками лучших моментов этого концерта. Kazinjan and Semitjan, my friends, who helped me with this concert very much. And I want to thank many other people. I even don't know their names, but they really helped me in this school, you know. I'm very happy to be here. And thank you for coming. Thank you. Thank you. Воспоминания об этом самом первом в моей жизни концерте и общении с этими прекрасными людьми навсегда останутся в моем сердце, даже несмотря на то, что по политическим причинам сейчас мы не можем общаться. Okay, thank you. This is night. Really nice. Goodbye. See you next time.
На сегодня это все, а о продолжении этой замечательной поездки я расскажу в одном из следующих роликов. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. До встречи!